Помните, мы были в кофейне. Теперь мы ходим туда каждый раз. Все ради контента. Ой, Но... С зверем каким-то померили мне пятки. Во многих случаях страховка не покрывает. Сейчас будет небольшой пранк для Егора. Смотрим. Ну что, последние 3 дня шел дождь. Сегодня выходной. Мы не упустили возможность под солнышком прогуляться и зашли в парк. Ой, невероятные парки. Мне очень нравятся парки в Буэнос-Айресе, потому что они большие, они зеленые, а еще если стоят пальмы, это так круто выглядит. И на самом деле за парками очень сильно ухаживают. Вот. И мы решили посетить одно из мест, один из парков, где находится железный цветок. И в чем же его фишка? Я знаю, что эта штука, этот цветок железный и весит около 18 тонн и был построен, был сооружен в 2002 году. Вот. И да, действительно, как только восходит солнце, он раскрывается, то есть он сам закрытый, лепестки закрыты. А как только наступает закат, он обратно закрывается. Вот. Но мы сейчас не сможем увидеть сам процесс, потому что сейчас разгар дня, и закат еще не скоро. Вот. Где-то в 5:50 я, по-моему, смотрела, даже специально, думаю, может быть, мы заснимем, как закрываются лепестки. Вот. Ну, красиво, красиво. И сюда все приходят посмотреть на этот цветок. И высоту он где-то около 30 метров, 33, там что-то 30 с чем-то. Но он даже наклонен к солнцу сейчас. И вон там, наверное, датчики сверху, они как раз-таки реагируют на солнечный свет, да, откуда он идет. Может так, а может по времени просто. Ну да, да. Настроили, думаешь? Может быть. Да. Сам парк такой сейчас безлюдный. Есть места, где можно прилечь. Некоторые этим пользуются. Вот такие зеленые, просторные парки. Это великолепно, когда не заставляют вот этим всем. А там дорогу, ее даже отсюда сильно не слышно, хотя это, да, очень большая авенида. И по ней постоянно поток машин. Ну, красота. Закрывайся. Мы пришли. Закрывайся. Или отломались. Как будто место подкрепления, знаешь, одно есть. Ага. Так, птичка, ты чё меня пугаешь? Тюльпан. Тюльпан. Клуб для миллионесса. Так, мы пересели немножко поближе к окошку. Это кладбище. Кладбище Реколета, в котором мы еще не были. Но обязательно туда попадем, потому что это вообще невероятно. Посмотрите. Это шикарно. Такой вид, и вот так я смотрю на вид. Ребенок ест сладкую вату. А сладкая вата в пакете. И он сделал дырку, туда просовывает руку и ест сладкую вату. Раз, все. Вот так. Профессионально просто. Чтобы не запачкать свою одежду. Я впервые заказала Цезарь. Будем пробовать, как Цезарь здесь. А у Егора... Миллионесса. Это что такое за добавки? Мне кажется, это будет очень вкусно. Несмотря на то, что мы взяли миланессу, да, она очень вкусная. В общем, резюмируем в процессе еды. Цезарь был без помидорки, но соус был очень вкусный. Ну, в целом композиция была довольно вкусная. Вот. Егору очень понравилась миланесса, что она вкусная и не жирная. Вот. А мне еще понравилась картошка, что она реально там картошка внутри, а не просто вот эта засушенная во фритюре картошка фри. Это какая-то еще подставка такая интересная.
Вот, и сейчас я попробую миланесу. Я думаю, что мне тоже понравится. Сверху сыр, Егор сказал, и начосы. Лучок, Лучок. срiracha и перчик. И стоит все бесплатно. Шучу. Очень вкусненько было. Покушали, попили пиво, поболтали. Вот, поэтому такой обратной связи как бы не было. Вкусно. Все вкусно, миланеса. Там можно выбрать разные добавки и размер. Мы взяли средний размер, там еще большой, такая огромная. Там можно яичницу, можно разные виды что-то там с сыром, мясо, зелень, в общем, с разными начинками, ну как начинками, да, с разными добавлениями выбрать, поэтому супер. Отлично посидели, потом прошли на ярмарку. Такая интересная ярмарка была, я ее не посняла, потому что так уже лень. На самом деле хотелось уже быстрее домой прийти и насладиться еще немножко выходным днем. И вам желаем отличных выходных. Так, ну что, мне назначили физиотерапию. Я была, короче, у физиотерапевта, вот у кинезиолога, куда меня направил врач. И я не могла записаться по телефону, потому что мы не понимали друг друга. Этим, в какую дверь заходить? У нас две двери просто. Вот, да, одна дверь, вот вторая. Хотя договорились, что будем развиваться здесь и раздеваться тоже. Ну так как я, но hablo español, мне пришлось пойти туда ножкой. Мужчина, который был на ресепшене, говорил на английском языке. И мне удалось показать направление. Он мне помог написать на испанском для записи. Ну, как бы я так понимаю, что там какая-то удаленная запись. То есть сам секретарь или кто вот на телефоне сидит, он не находится в офисе. Я это сделала. Продолжаем про медицину, так сказать, рассказы. Не знаю, насколько это интересно, но мне кажется, что это как минимум необычно. И зашла в отдельный магазин, так как в продуктовых магазинах, ну, не очень дешевый кондиционер для белья, там порошок, мыло какое-то, гель для душа, Хабон Ликиду. Я узнала, что это для тела именно, вот, а Ликида обычное, наверное, мыло для рук, но другое, вот. Называется Алан. Алан. Ссылку оставлю. Но там действительно немного дешевле. Сори за шум. Это вот кондиционер для белья. Суави Санта называется. Вот, потихонечку учим язык, но немножко забросили. Ну вот. И вот этот вот Хабон Ликидо. Вот взяли вот какой-то кокосовый, наверное. Ну так вот, спа. Будем спамиться. Спамиться. Так что да, вот такие у нас дела. Егора дома нет. Егор ушел тоже там по делам своим. Вот. А я тут наслаждаюсь, так сказать, одиночеством. Помните, мы были в кофейне. Теперь мы ходим туда каждый раз, чтобы взять вот такой вкусный кофе Factory. Магазин называется Capsule Maker. Я также оставлю ссылку на этот магазин, потому что там самые приличные цены на капсульный кофе. То есть это кофе стоит 8500 песо. Нет, точнее 8100. Мы взяли немножко другой, с другим вкусом в этот раз. Там 11 капсул. Но он очень вкусный. Мария кофе называется. Мы брали Рафаэлло. Зачетный прям вообще. Мария немножко другой, но тоже, ну, ничегошно вкусный. Вот, и мы, так как у нас капсульная кофемашина, мы делаем и этот магазинчик. Там всегда можно зайти, всегда можно попробовать кофе. Это прям вообще супер такая идея. Мы сегодня пошли вместе с Егором. Там ему нужно было по делам, мне по делам. И зашли, просто попробовали кофеечка. Там разный был. Там были с чизкейком, с мандарином, ну, в общем, такие какие-то извращенные. Мы решили попробовать с чизкейком. Нам не понравилось, как-то это все испортило вкус кофе. Думали, может, какие-то нотки будут такие мягкие, сладкие, но на самом деле это было как-то кисло и не понравилось. Не знаю, на вкус и цвет, так сказать. Поэтому взяли классический эспрессо, там он миксованный какой-то, намешанный. Есть там и разные, допустим, отдельно колумбийское, отдельно бразильское кофе, ароматы там, их можно насчитать, пока ты там
все делаешь, так что рекомендую обязательно загляните, у кого есть капсульная машина. Кто ищет капсульный кофе, но не супер дорогой, это хороший вариант. Но если кто-то знает, где купить дешевое, вкусное, ну там Неспрессо, вот такие капсулы там разные, может быть, это можно как-то заказать, или есть какие-то рынки, если какие-то оптовые штуки. Делитесь этим в комментариях. Вообще будем рады, благодарны за то, что вы делитесь информацией. Это так круто, и мы для себя открываем какие-то новые вещи. Новые сайты, новые магазины, где можно что купить. Поэтому я очень благодарна. Спасибо вам большое за то, что вы так активно делитесь тем, что знаете лучше, чем мы. Всем Оля, Киталь, como estás? Как вам мой испанский? В отличие от физиотерапии, я смогла записаться, чтобы мне сделали стельки, не знаю, как это правильно называется, процедура. Вот, померили ногу там, закажу себе стельки, и вот я записалась и иду. Тут, благо, недалеко. Оля. Hola. Погодку сегодня радует, солнышко. Gracias. Не открыли дверь. Сама не открываю, открывают. Вот за что мы платим экспенсисы. Кстати, еще не знаем сколько. Вчера только подписали договор. Да, так поздно, потому что были какие-то задержки. Но все впереди. Вот это уже будет потом. Расскажем, сколько вышло у нас коммуналка, экспенсисы. Вот. Вот это дворец. Такую красоту прохожу. Смотрите. Какое-то государственное учреждение. Очень красивое. Моя страховка покрыла мне стельки за 60 тысяч песо полностью. Вот, я вышла с зверем каким-то, померили мне пятки, все, будут скоро стельки, поэтому будем ждать. Жду 15 дней. 15 дней мне придет сообщение на WhatsApp, и все. Я рада, что это бесплатно, потому что во многих случаях страховка не покрывает. Не покрывает стельки, вот, но мне полностью покрыла просто. Перфекту. Посмотрите, я опять прохожу этот дворец. Что за красота, божечки. Слушайте, у меня сейчас была ситуация на улице. Шла мама с двумя детьми, один ребенок ехал на самокате немного впереди. И когда я с ним сравнялась, но я шла на обгон, сравнялась с этим мальчиком маленьким, и он сказал мне: Оля, вот так повернулся на меня, посмотрел и сказал: Оля. Это было супер мило. Хочу просто отметить аргентинских детей. Это не первый случай, когда ко мне подходит ребенок, говорит: Оля, и что-то начинает еще говорить. Я думаю: как хочется пообщаться. Вообще такие добрые, такие классные. Я не знаю, ну, мне прям это очень откликается, что дети там как-то здороваются. И не просто потому, что надо, но потому, что хотят. Вот как-то, ну, не знаю, поздороваюсь и все. Сейчас будет небольшой пранк для Егора. Вот, он еще не знает, что мне все это обошлось бесплатно. Смотрим. И кто у нас тут ребенок спит? Почему мы молчим? А я тут ребяткам рассказывала, как я сходила. Что за ребятки уже? Вот они, мои друзья. Друзья мои. Рассказывала... Оля Чикос. Рассказывала уже, как я сходила к доктору по стелькам, как он мне делал стельки. Вот, и знаешь... Такие же. Такие же? Это скетчерс. Он говорит, просто каменовые кроссовки. Да нет, на самом деле очень было круто, я просто хотела уже, да, и тебе рассказать, и это. Не зря я взяла с собой 90 тысяч песо. Вот, потому что, ну, типа, я думала, ну, блин, купила страховку, 90 тысяч песо. То есть не 70, не 80, как они мне писали, а 90. Дороже по страховке. Дороже, чем страховка. Вот. По страховке дороже, чем это? Чем без страховки? Не знаю, но никакую скидку они не сделали, вот пришлось заплатить. Стельки дороже моих кроссовок у Алены. А я вот... Что приобрел? Да подожди, я же не все. Это была шутка. Они бесплатно мне доставили, да? Ты меня развела. Это было правда. Все ради контента. Ой, актриса. Ну я же не удивился, ничего, только ну ладно, 90. Ну, было интересно просто твоя реакция. Ну и что, как проверку прошел? Прошел, не жалко на меня денег. А я вот что купил. Ну, клевые чуваки.
Мне бесплатные стельки, тебе платные Не приставки. будем говорить, сколько стоит. Хорошо, купил. Хогвартс Легаси тоже огромная скидка 60%. Она стоила 70, по факту стоит 30. Ну, Вот. еще шикарно. Дешевле, чем на российском маркете цены. Ну, супер, Мне надо интересно. брать. Надо Вот. брать и играть в Хогвартс. Да. HDMI в комплекте был, прикинь. Ух Купил ферретерия рядом с И челом. ты еще и купил, да, его? Рядом с челом была ферретерия, я туда зашел. Говорю, HDMI, мне сказали как-то, типа, очо DMI, что-то такое. Ну, не сразу меня поняли. Купил. Забрал приставку у продавца. Смотрю, там или есть HDMI. Я такой, ну смотрю, там розетка, не аргентинская, короче. Ну, я пошел в эту же ферретерию за углом. Говорю, есть переходник? Вилку показываю на такое. Они говорят, да, есть. 4000 песо. Типа я такой, о, а мне типа HDMI, вот, что вы мне распаковал, ну что, раз покупал, говорю, мне не нужен. Они такие, ну давай, да. О, молодец. Переходник и 2000 песо. Респект тебе Я за смелость. Я, честно говоря, я не хотел сдавать HDMI. Я думаю, ну, будет 2 HDMI, ничего страшного. Я не знала, что... Не, я знала, что меня сфотографировал. Что без лица-то, ё-моё? Ну вот такая вот штука, там вот это, это Уровень. уровень, да. И вот такой уровень по мне проходился, вот видно, видишь луч его, зеленый. Вот луч, и он мне как бы сказал вот так вот, я встала, расслабилась, вот мои пятки. Ну, класс. Сладости местного производства. Пастелитос де мембришо. Что мы расскажем об этом случае, когда мы купили за 5000 песо 4 такие слоечки. Ну, выглядят они, конечно, вообще балбезно. Бомбезно. Шоколадка тоже не дешевая, она стоит 3800, да? Да. Но она зато с орешками. Вот Егор Нет. решил попробовать. Она должна была быть по скидке. Просто по карте Карифора. Карты Карифора у нас нет. Да. Ой, крошатся они. Но не выглядят они как засахаренные, а внутри еще какой-то сахар как будто, да? Что там? Что твердое? Не знаю. Будем узнавать. Внутри оказалось сладкое повидло. Сам хворост не засахарен и листья суховаты. Купили мы данную сладость в диско, но еще раз мы бы ее не взяли. Но шоколадка была превосходной. Мы уже пробовали шоколад данного производителя на прошлой квартире и решили попробовать с миндалем. Миндаль немного хрустит на зубах, качество шоколада достойное. Мы находимся на ярмарке Аврора. Мы не узнаем, пока вы не напишите нам комментарий. Вот. Куда это мы пришли? Истину, которая нам казалась незыблемой,